Сейчас мы едем из Чибы в Шинагаву. Ну, наконец-то приехал мой поезд. Смотрите, на какой скорости он проезжает промежуточные станции. Вот так вот выглядит примерно японский пейзаж. Точнее сказать, так выглядит токийский пейзаж. Путешествие на таком поезде вообще очень быстро проходит, и это вообще здорово. Всем привет! Если вы видели мое видео, вы понимаете, где я уже нахожусь. Сейчас мы едем из Чибы в Шинагаву на поезде-экспрессе. Вот, приятного просмотра! Сейчас я нахожусь на станции Чиба, такая большая красивая станция, много туда поездов приходит и уходит. Перед дорогой решил зайти в магазин New Days, конбини по-японски, вот, купить поесть. Возьму желешку, сэндвичи и кофе с молоком. На самом деле, этот магазин, вот этой конбини New Days находится только на станциях JR, их больше нигде нет. А JR, что это такое? JR — это Japan Railways, полугосударственная железнодорожная компания. Сейчас я нахожусь на центральных билетных кассах, вот. По-японски будет Чу Кайсацугучи. Моя покупка вышла примерно в 700 йен вместе с пакетом. Так, ну все, пойдем уже на перрон, так сказать, платформу. Вот. По-японски будет Хоуму. Здесь стоит еще не мой поезд, я поеду на другом. А вот это, кстати, Джидо Хамбайки. Это торговые автоматы, да, где продается вода. Кому интересно, напишите в комментариях, я сделал отдельный шорт, что это такое. Вот, интересная вещь. Я пришел на свою платформу и жду поезда. Он должен скоро уже подъехать. А вот это, кстати, локальные такие двухвагонные поезда, вообще прикольные. Вот, мне нравится, на таких тоже ездил. Вот это информационное табло, так оно выглядит, на самом деле, примерно на всех станциях одинаково. И здесь написано время отправления, количество вагонов, в моем случае 12, куда едет. Вся информация, все написано, очень удобно. Вот так вот выглядит информационное табло, чтобы просто люди понимали, когда там вышли из поезда, где они вообще. То есть мы находимся на станции Чиба, налево Инаги, направо Хигачи Чиба. Ну, наконец-то приехал мой поезд, и спасибо вот этому парню, который просто загородил половину вида на него. Спасибо большое. Вот, красивый поезд, вообще прикольный, мне нравится. Все там люди спешат, и я тоже вот сейчас начал заходить. Поезд едет, на самом деле, конечные станции, у него 2. Это очень интересно и необычно. То есть, как ранее рассказал, что поезд состоит из 12 вагонов. 6 вагонов едут до города Офуна, такой прибрежный город. Очень тоже советую туда съездить когда-нибудь, недалеко от Камакуры. А 6 других вагонов едут в центр Токио на станцию Шинджику. На станции Токио они рассоединятся. Был один поезд, а станет 2. И они поедут в разные стороны. Вот я уже зашел в вагон, места очень много. Все тоже люди ждут отправления. И скоро мы уже поедем. А, да, забыл сказать, что поезд едет от аэропорта Нарита. Это один из 2 аэропортов, если вы прилетаете самолетом в Токио. Поэтому в этом случае я рекомендую вам из аэропорта Нарита, например, сразу в центр до станции Шинджику доехать на этом поезде. Было бы здорово, я думаю. И вот поезд уже тронулся, и вы просто почувствуйте, как он быстро и тихо разгоняется. Вот мы уже набрали скорость, и погода была, конечно, не очень, дождливо, но это не помешало моему путешествию и снять ролик для вас.
Давайте немножко расскажу про поезд. Называется он просто серия Е259. Я не шучу. Построен был в 2009-2010 годах, и все уже, получается, лет 16-17 он ездит. Вот из аэропорта Нарита, да, до Шинджику и до, то есть, Офуна. Максимальная скорость поезда 130 км в час. Я думаю, подавляющее большинство времени он едет с такой скоростью. Вот сейчас мы будем подъезжать к станции, и посмотрите, на какой скорости он проезжает промежуточные станции. Это да-да-да, даже никаких ни ограждений, ничего нет. И все нормально. Ну вот тамбур между вагонами тоже широко, есть тоже информационный дисплей, время там видно. Также вот есть мусорка вот слева. Конечно, как же без нее. И вот немножко тоже вагон, вы можете посмотреть, как оно выглядит. Широкий проход, удобное сиденье, автоматические двери. И здесь место специальное, чтобы оставить свои вещи. Их можно прицепить на локер, и все нормально, никто их не заберет. Сиденья такие большие даже для меня, а я не маленький. Есть столик, всякие информационные брошюрки, подстаканник есть. Поездка на самом деле вообще недолгая. 40 минут. Это от станции Чиба до станции Шинагава поездка занимала. Но на обычном поезде эта поездка займет примерно часа полтора. То есть представляете, насколько быстрее, чем обычный поезд, едет поезд экспресс. 130 км в час вообще не чувствуется. Просто так комфортно, тихо. Все просто мимо пролетает, и все. Ну, я вот решил перекусить как раз немножко, что зря покупал еды. Приятного мне аппетита. Вот давайте просто почувствовать поездку, как будто это не я ехал, а вы. Дома, прям плотно друг дружка стоят. На остановках стоят поезда. Вот так вот выглядит примерно японский пейзаж. Точнее сказать, так выглядит токийский пейзаж. Даже показывают рекламку на этих дисплеях и всякую информацию о поезде. Скоро мы подъезжаем к станции Токио. Вот сейчас переезжаем, кстати, реку Эдо. Такая знаменитая река, вообще историческая. Раньше Токио назывался Эдо, тоже как и реку. Река до сих пор называется Эдо, а город сейчас уже называется Токио. Вот такой вот интересный исторический факт. Да, в поезде тоже есть туалеты, но они есть только в первом и последнем вагоне. То есть, ну, из 6, да, блок из 6 вагонов. То есть в первом и шестом.
поезде есть бесплатный Wi-Fi для всех. Пользуюсь я не хочу. Вот посмотрите, у меня рост 190 плюс, и я просто сижу прекрасно. Места для всего хватает. Шикарно вообще, не придраться. Так, ну все, мы уже на этом участке поезд проходит под городом в виде метро. Поэтому и на станции Токио тоже подъезжает под землей. На самом деле глубоко. Вот мы останавливаемся, и вот так вот выглядит станция Токио. В принципе, вообще ничего примечательного. С виду вообще обычная станция, обычная платформа, от которой я уходил. Только снаружи я как-нибудь сниму для вас попозже район станции Токио. Вообще, я обожаю это место. Называется Маринаучи, с одной стороны. С другой стороны Шинбаши. То есть офигенное место. Там можно гулять каждый день. И столько всего там можно делать. Вот. Вон. Люблю вот это место, люблю Токио. Люблю этот поезд. Путешествие на таком поезде вообще очень быстро проходит, и это вообще здорово. И на самом деле тяжеловато было снимать, потому что столько всего надо поснимать, а ехать всего было полчаса. Мы немножко перескочили, и все, сейчас уже подъезжаем к моей станции. Вот поездка была очень быстрая. Много людей уже вышло на станции Токио, и здесь уже не так много. Так, ну все, я прокатился и приехал на станцию Шинагава. Спасибо поезду серии Е259. Была офигенная поездка. Как, кстати, вам поездка? Напишите в комментариях, хотели бы вы прокатиться на таком поезде? Вот, какие впечатления от поездки? Понравилась ли вам поездка? Так он быстро разгоняется, уезжает, вообще шикарный поезд. Все, бай-бай. Тоже люблю вот этот район станции метро Шинагава. Тоже небоскребы, всякие ресторанчики. Тоже такое интересное место. Тоже можно очень много гулять там. Давайте немножко пройдемся по станции и посмотрите. Вот Кайсацу Гучи, да, билетные ворота. Посмотрите, сколько здесь людей много. То есть такая большая тоже станция перевалочная. Отсюда тоже ходят шинкансены. Да-да, то есть Токио, Шинагава, например, Уэна. Я приехал, да. Вот эта надпись. Прикольная была поездка. Так, давайте теперь про цены. Всего вышла мне эта поездка в 2184 иены, 696 обед, 824 иены это проезд на поезде, и еще дополнительные 660 иен за дополнительный билет на поезд экспресс. А дорого или дешево это вышла поездка, уже решайте сами. Да, кстати, где сейчас я нахожусь, да, Шинагава, как бы район Токио, да, большой. И я здесь снимал уже видео, вот, и не один. Но оно, конечно, больше о кино, поэтому, если вы хотите больше немножко узнать об этом райончике, можете перейти по ссылке и посмотреть. Шинагава, да, как я уже говорил, такое классное тоже место, офисное здание. Например, тут офис Microsoft находится. Все современное, чистенькое, новое. Так, ну что, вот такое видео получилось. Как вам, кстати, поездка, как вам поезд?
Пишите свое мнение в комментариях, вот. Мне очень будет интересно прочитать и ответить что-нибудь, вот. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, если вам нравится Япония, хотите больше о ней узнать, давайте, жду всех на своем канале. Давайте увидимся.